Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 1 по 7 июня. Давайте мы посмотрим, что же Дев ожидает, какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что вам расклад подошел, что он вам понравился, что он оставил какое-то приятное впечатление, соответственно, да. Надеюсь также, что карты будут хорошими и позитивными. Ну, давайте посмотрим, что вам сегодня выпадет, какие карты вам выпадут в нашем сегодняшнем раскладе. Итак, Девы с 1 по 7 июня. Первая карта — смерть. Не пугаемся. Это не такая плохая карта, как может показаться на первый взгляд. Сейчас будем разбираться, почему она у вас выпала. Так, смотрим дальше. Это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта — смерть. Ну, давайте посмотрим. Первая карта — карта какого-то изменения, завершения, для кого-то трансформации. И с принцем дисков, который здесь у вас тоже выпадает, земной знак, ваша стихия, ваша земная стихия по принцу дисков может показывать, что вы здесь, да, смерть, трансформируетесь в чем-то, освобождаетесь от чего-то, что вы долго делали, что вы долго выполняли, возможно, что-то завершается, в чем вы проявляли настойчивость и терпеливость. То есть, наконец-то, эта терпеливость ваша, да, или она получает какой-то результат, то есть что-то завершается наконец-то, и начинается новый период. То есть вы преображаетесь, меняется что-то в вашей жизни, в ваших отношениях с окружающими, возможно. Вы здесь можете по карте смерть освободить себя от чего-то, что, может быть, вас тяготило по этой карте, по принцу дисков. Возможно, вы здесь достаточно терпеливо были в чем-то, достаточно долго проявляли терпение и выносливость в каком-то вопросе, и, наконец-то, подходит к концу что-то, что вот вы долго делали, над чем долго трудились, что долго выполняли. То есть, наконец-то, вы видите какое-то завершение здесь. Также может быть и какая-то поездка, ожидаемая поездка, когда завершается, допустим, работа, начинается отпуск, и 4 мечей, вы можете себе позволить отдохнуть, можете позволить себе сделать паузу. По 4 мечей как будто бы остановиться, выдохнуть, быть в таком состоянии успокоения, возможности больше проанализировать ситуацию, как-то разобраться в себе, в своих чувствах, в своих ощущениях по 4 мечей. То есть, опять-таки, как будто бы сделать паузу в чем-то, передышку, остановку по 4 мечей. И тут же еще и туз жезлов, который дальше переходит в карту звезда. То есть остановиться, подумать, сделать паузу перед дальнейшими действиями или дальнейшим рывком, потому что туз жезлов, он о действиях, о переменах, но вы обдумываете эти перемены, вы думаете, что можно сделать дальше, какой дальнейший ваш шаг или ваше действие. То есть вы понимаете, что вот что-то в вашей жизни завершается наконец-то, какой-то проект или какое-то событие, соответственно, и вы понимаете, что вот делая эту паузу, останавливаясь и думая о дальнейших шагах, вы дальше думаете, какие действия будут хорошими для достижения того, что вы спланировали, чего вы хотите, соответственно, и над чем вы так долго работали, потому что вы проявляли в чем-то настойчивость и терпеливость, долго к чему-то шли, но понимаете, что вот этот долгий путь, это проявление терпения, проявление выносливости с вашей стороны, оно тоже вас изменило в каких-то вопросах. То есть вы стали более лояльными, вы стали более выносливыми, терпеливыми, спокойными, не знаю, более усердными в каких-то вопросах и более спокойными в каких-то вопросах. И теперь вы думаете, что вам дальше нужно сделать для достижения ваших целей, ваших планов реализации, каких-то ваших мечтаний, которые вы хотите осуществить. И вместе с 6 пентаклей, которая является картой успеха, потому что вы по 6 пентаклей
можете получать какую-то здесь от других людей помощь, поддержку, внимание, можете получать какие-то выплаты, какие-то деньги, соответственно, но в обмен на что-то. То есть, проявляя много внимания кому-то, можете получить такую же, соответственно, порцию внимания в свой адрес, какую-то отдачу вот этой энергии в свой адрес. И также можете, если проявляете какую-то настойчивость в работе, получать здесь какие-то, опять-таки, выплаты за ваш труд, за вашу работу. Здесь вы можете по карте звезда надеяться и верить в то, что вы получите помощь, поддержку от других людей. Вы можете верить, что вот получите какую-то хорошую здесь отдачу, собственно, да, в том, что вот во что вы вложились. То есть вы много усилий приложили в чем-то, и здесь можете получать результат, потому что вы много отдали для того, чтобы получить то, что вы здесь будете иметь на этой неделе. И у вас очень много надежд на то, что вы добьетесь успеха, добьетесь этого результата, да, ожидаемого. Карта семерка мечей в четверг — возможность быть, к сожалению, либо в чем-то обманутым, либо здесь какие-то обманутые ожидания могут быть. То есть вы здесь не совсем можете получить то, на что вы рассчитываете, и это может вас расстроить, разочаровать, может вызвать какое-то разочарование, потому что кто-то проявил хитрость в ваш адрес, или, не дай бог, предал, или что-то вот не выполнил в связи с своими обещаниями, то есть что-то обещали, не сделали. То есть вот она, семерка мечей, это несоответствие вашим ожиданиям с тем, что вы получаете. Или разочарование, что кто-то поступает нечестно, и вас это расстраивает, вам как будто бы хочется закрыть дверь, развернуться, уйти, мол, почему так, да, почему так со мной поступают. То есть нужно быть в любом случае осторожнее, чтобы не быть разочарованным. И здесь нужно быть все-таки честным. То есть если речь о том, что вы можете здесь с кем-то поступить нечестно, то как бы это неправильный ход событий. Здесь нужно проявить максимальную честность все-таки и в отношениях с другими людьми. Дальше карта императора. Кстати, здесь может быть еще ситуация, где как будто бы вы думаете о том, что, возможно, ложь во благо какая-то была бы не плоха, была бы достаточно уместна, чтобы не разочаровать кого-то или не поссориться с кем-то. То есть вот вы можете думать, что сказать честно, как думаю, сказать честно, что чувствую, или лучше не стоит, может быть, лучше, да, как-то вот какую-то неправду сказать или умолчать о чем-то, чтобы не обидеть или не расстроить, или так будет лучше в какой-то ситуации. То есть может быть ложь во благо. Дальше идет карта императора, и эта карта такая больше мужская, это карта лидера, человека по натуре очень активного и очень влиятельного. Здесь речь может идти о том, что вы проявляете себя таким образом и чувствуете всю свою силу в том, опять-таки, чем вы обладаете по четверке пентаклей, то есть ощущение власти от обладания чем-то материальным или нематериальным, но ощущение власти от того, что вы имеете, что в вашей жизни присутствует. Четверка пентаклей, она может действительно показывать ощущение власти от тех денег, которые у вас есть, и желание не тратить лишнего, хорошо планировать свои расходы, возможно, очень разумно подходить к этим расходам, соответственно, из карты императора планировать все. По императору это хороший такой вот организатор, человек, который планирует, человек, который очень четко подходит к дальнейшим своим действиям, дальнейшим шагам. Также организовывает и пространство вокруг себя, людей вокруг себя, которые вокруг вас находятся, которые работают, может быть, вместе с вами или живут вместе с вами. То есть желание все это держать в таком порядке, упорядочить это все. И ощущение порядка дает вам тоже ощущение силы и власти. Также может быть по императору либо что-то связанное с человеком знака Овен, либо по императору вот это вот желание удержать, может быть, какого-то человека, может быть, мужчина, может быть, знака Овен, может какой-то там шум непонятный на улице, может быть, удержать что-то, в чем вы чувствуете свою власть, опять-таки, да, то есть не потерять, удержать то, что дает вам ощущение контроля. Дальше девятка кубков, карта пресыщения чем-то, такого праздника, может быть,
достатка. То есть вы можете что-то отмечать в субботу, может быть какие-то праздники здесь, пиршества, какие-то ожидаемые события, на которые вы едете. Здесь тоже рыцарь дисков, который был у вас в понедельник. Здесь могут быть какие-то по рыцарю дисков поездки, которые запланированы для вас. И это могут быть поездки куда-то на какие-то мероприятия к родственникам, друзьям, какие-то праздники. Также это может быть успех, к которому вы шли, потому что рыцарь Пентаклей тоже он такой терпеливый, настойчивый и удачливый, потому что карта девятка кубков вместе с рыцарем Пентаклей здесь говорит об успешности, удачливости вашей в этот день. То есть ваша здесь удача явно присутствует как земного знака, потому что еще и земной знак здесь есть в виде этой персоны рыцаря Пентаклей. Десятка мечей, воскресенье, карта, ну, вы знаете, как может быть стресса какого-то, переживания, потому что двойка жезлов, у вас есть какой-то выбор, и вы не знаете, как лучше поступить, какое решение принять, потому что есть что-то, что у вас уже есть, что-то, с чем вы уже как бы в этой жизни что-то имеете, да, с чем вы идете по жизни, а есть какая-то новая возможность, и вы ее можете рассматривать, но не знаете, насколько она вам подходит. То есть какие-то колебания, выбрать или не выбрать, сделать или не сделать. Вы можете из-за этого испытывать определенный стресс, потому что понимаете, что вам сложно какое-то решение здесь принять. Может быть, вы здесь, проявляя в чем-то интерес, любопытство, пытаясь разобраться в каком-то вопросе, можете разочароваться или испытать опять стресс, в чем-то отчаяться, или разочароваться, да, что что-то не совсем так, как вы бы хотели, да, узнавая какую-то информацию, потому что двойка жезлов — это любопытство, это узнать что-то. Вы пытаетесь посмотреть в будущее, увидеть в чем-то перспективу, но, возможно, думаете, что, как бы не совсем перспективно, да, здесь что-то, что в вашей жизни происходит, может быть, нужно рассмотреть еще какой-то вариант. Вот какой-то вариант выбора здесь явно присутствует. Может быть, вы даже просто здесь что-то должны выбрать, не знаю, какую-то покупку совершить, выбираете, из-за этого стресс испытываете, не знаю. Может быть, завершить какую-то стрессовую ситуацию для вас, думаете оставить что-то неподходящее вам, выбрать новую возможность, или продолжить оставаться в таком состоянии, да, то есть вот какой-то выбор тоже точно может иметь место быть в воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для Дев, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя. До скорого.